Привет, ребят! Сегодня я поделюсь с вами сильными билдами для Кристальной Арены, как для соло-игроков, так и для команды из 5 человек. Досмотрев этот ролик до конца, вы значительно повысите свой винрейт, узнаете о наградах на последнем ранге на Хрустале и решите для себя, нужно ли это вам. Также недавно вышел ролик о самом крупном скаме в Альбионе, который сейчас появится в подсказках. Рекомендую к просмотру, если вы не хотите быть обманутыми. А я больше не буду затягивать вступление и только пожелаю вам приятного просмотра. Но позволь преподать тебе урок. Я непогрешим. Представляю к вашему вниманию билд, на котором вы сможете держать 70% винрейта в соло-игре. Для соло-игры винрейт 60% уже считается приемлемым. Этот билд основан на медвежьих лапах, а выглядит он следующим образом. Медвежьи лапы, капюшон убийца, куртка лазутчика и сандали культиста. Плащ мы выбираем люмпурс. О еде и подках расскажу немного позже, там есть свой небольшой нюанс. По скиллам все просто. Самая лучшая кушка это третья. Первое и второе нажатие удар с физуроном и навешивает кровотек на цель с периодическим уроном. Кровотека на цели снижает исцеление цели. Третье нажатие руты. Используйте руты, когда это реально необходимо. В противном случае дождитесь сброса комбинации. Сильная АВшка это четвертая, еще могла бы подойти пятая, но так как мы сильно манозависимы, нам приходится выбрать вторую. В билде нет сейвов, поэтому берем пассивку на деф, дабы увеличить выживаемость. Исходя из вышесказанного, мы берем подку на ману, а еду используем жаркое из болотного угря. Если вы играете в пати из 2 или 3 человек, и у вашего тиммейта есть друидский колпак, в этом случае можно взять подку и на защиту, но в долгих файтах вы все равно просядете по мане. Билд сложен тем, что иногда сложно реализовывать свою ешку, и с вами будет происходить вот это. Также, если вы будете использовать данный билд в пати из 5 человек, вы рискуете попасть на танка гения, который будет вас фокусить. При соло-игре такая вероятность равна нулю. Можно брать с собой свап капюшон охотника. Он подойдет против фаеров и молотов кузня, куртки лазутчика. А также вам будет в нем проще файтиться 1 на 1 за кап, которые хотят у вас украсть. Но вы так редко будете его использовать, что можно просто забить на него. И еще один минус данного билда. Алло, а можно не пошевелиться? Пожалуйста. Ага, спасибо. В защиту скажу, что я лично апнул на этом билде золото в соло. Если получилось у меня, то почему это не должно получиться и у вас? Играть пятером намного интереснее, так как вы попадаете против такой же пачки из 5 человек. Пачка из 5 человек состоит из танка, хила, одного милика и 2 РДДшников. Окей. Начнем мы с танка. Билд вы можете видеть своими глазами. Хила можно использовать как холика, так и друида. Кстати, сборка на холика подойдет для игры в соло. С друидом будет сложнее, так как в пачке должен быть обязательно человек с колпаком друида. Без него на друиде быстро кончится мана. Если вы одинаково хорошо можете играть на холике и друиде, то выбор друида будет намного лучше. Но и холик в таком билде будет достойной оппозиции друиду. На милике так же как и с танком. Выбор невелик. Молот кузня. Билд вы можете видеть своими глазами. С РДД намного интереснее. Фаеров и аркан сразу откидываем в тир Б. Их можно использовать, но по большей части ради разнообразия. В тире А у нас легкий арбалет, тяжелый арбалет и большой проклятый. Доминирующую позицию в тире С занимает бурслук. На данный момент это самый сильный РДД класс в игре. С билдами все намного сложнее, так как все зависит от ситуации. Легкий и тяжелый арбалет всегда будут выглядеть именно так, но вот на бурслуке будет меняться мантия. Это может быть как лирик чистоты или новая мантия. Мантия чистоты хорошо играется против молотов кузни, так как мы можем отзонить от себя их, а также подсейвить, например, нашего хила. На новой мантии в основном используется первый скилл на стену огня, когда наш милик или танк уходят на подхил, дабы его подсейвить. В редких случаях используется второй. Третий практически никогда не используется. С большим проклятым такая же ситуация с мантиями. Комбинация для РДД, которую вы можете использовать, это лук и арбалет, лук и курса, лук и лук. Но в таком случае один из луков должен взять колпак друида.
друида. Также можно использовать арбалет и курсу. В этом случае у курсы появляется свободный выбор головы. Вы можете взять любой кожаный капюшон с клинзом против арканы. Можно взять шлем хранителя против курсы. Также можно еще и взять могильный шлем. Лично я играю зачастую с могильным шлемом, когда второй РДД играет на арбалете. Но если второй РДД играет на луке, то голова это колпак друида. С тактикой игры все ситуативно, но фундамент, которому вы должны следовать, таков. Фронтлайн это милик и танк, бэклайн это РДД и хил. Ваш фронт должен проходить во вражеский бэклайн и играть там, фокусить РДД и хила, а ваш РДД не игнорировать вражеский фронтлайн и работать по нему тоже. Когда вы будете начинать играть в соло, обращайте внимание на игроков, которые играют против вас и за вас. Если кто-то вам приглянулся, начните играть вместе. Вам даже не обязательно использовать при этом голосовую связь. Я бы даже сказал, лучше начинать без нее, потому что без коммуникации вам приходится самому следить за игрой, смотреть, кто какие кнопки отдает, читать КД, подстраиваться под тиммейтов и многое другое. Тем самым вы лучше развиваете понимание игры, когда следует подкайтить, а когда наоборот дожать. Когда вы всему этому научитесь, добавив в своей игре коммуникацию, вы заиграете новыми красками. Специально для вас я оставил победные мешки с Кристальной арены, чтобы вы своими глазами увидели получаемые награды. Много это или мало решать вам, но лично я был немного в шоке. То, что играя в PvP контенте, можно получать столько феймы, при этом ничем не рискуя. У меня накопилось книгами на 64 миллиона феймы, и куда их можно влить, у меня нет никаких идей. С мешков падают рандомно скины, которые можно разобрать на аренах коины, за которые можно купить королевские ключи и продать за серебро. Также при достижении 4000 поинтов вам дадут уникальную рамку, которая сейчас есть только примерно у 80 игроков на всем сервере. По данным SBI, на ваш сервере играло до 150 тысяч игроков, но достичь такого результата возможно только в пати, даже без войса, но обязательно пати из 5 человек, потому что вы так сильно преисполнитесь и у вас начнут отнимать за игру 17 поинтов, а за победу давать всего лишь 3. Но не спешите расстраиваться, есть маленький лайфхак, при большой серии побед вам будет начислять больше поинтов. Я пытался вычислить эту систему, но точное количество побед я не смог рассчитать. Скажу только одно, она реально работает. Поначалу я получал по 3 поинта, а при серии 20 побед мне уже начисляли по 7, а иногда даже по 10 поинтов за победу, но после поражения мне снова давали всего лишь 3 поинта.